Я выросла, Рамштайн, Металлика, вот это все с детства. Готовы? Моя игра. Моя игра. Девчонки, привет! Я безумно рада вас видеть, хоть и в телефонном вот этом формате, но тем не менее, хоть такая возможность нам есть о чем поговорить и что обсудить. Настен, ты в Америке уже улетела, долетела. В Канаде, в Монреале. В Канаде. В Канаде. Скажи, пожалуйста, про свой сезон. Вообще, вот как он проходит, все-таки немножечко. Чем ты довольна, а чем нет вообще? Начнем с этого. Да, мне придется вернуться немного полезнее, не то, что я хочу эту тему все время обсуждать. Просто я начала хорошо год в Австралии, четвертьфинал, в принципе, естественно, довольна. Были относительно хороший матч против Арины Сабаленко там, в борьбе. И потом просто меня на самом деле накрыло. То есть я в Абу-Даби уже выиграла, потом не смогла завершить турнир. Соответственно, после этого у меня нашли болезнь Лайма, и мне было просто нереально физически, я не могла тренироваться даже час. И ментально было очень тяжело, потому что, понятное дело, что я уже как бы возрастная и начала хорошо год, и я думаю, так, окей, отлично, сейчас пойдем на этой волне, может быть, в середину года и дальше продолжить, но вот я не могла, поэтому тут тоже тяжело, конечно, оценивать сезон из-за этого, но вот я сейчас более-менее, у меня хоть появилась энергия, я себя чувствую лучше. Я пропила 6 недель антибиотики во время Мадрида, до и во время, и поэтому сейчас мне получше, и как бы, соответственно, трава хорошо сложилась для меня. Мне, кстати, понравилось слово «возрастная». Так сразу занервничала. Возрастная. Вот часть этого сезона, это такой знак. Помнишь, когда ты переходишь с травы, переезжаешь в Америку, с травы на хард, это, не знаю, для кого-то легко, для кого-то просто. Вот для тебя вот этот как раз вот эта часть сезона, она как складывается? Вот переходить с одного покрытия на другой. Не просто, конечно, потому что опять я считаю, что вот эта смена мячей опять заново, то есть мы сейчас играем опять новыми мячами, у меня чуть-чуть кисть заболела, то есть сразу потом девочки, вот сегодня я со Шнайдер и со Святок тренировалась, и все как бы так жалуются, все ненавидят эти мячи, то есть вот это сложно, опять же, джетлаг, переход. Потом, я считаю, теннис — это самый безумный вид спорта в плане графика, потому что у нас просто нон-стоп турниры по всем континентам, и как бы находить, не только мотивацию, как бы ты прилетаешь, уже джетлаг, вот так уже тяжело вечером, вообще как зомби все эти дни, и потом, понятно, находить эти все силы, идти в жару с джетлагом тренироваться, конечно, сложно, но за счет того, что у меня все-таки хорошо трава сложилась, и я так как-то на позитиве с мотивацией сюда прилетела. Поэтому, да, опять же, у всех по-разному, мне кажется, еще смотря как складывается сезон и кто как себя ощущает, наверное, от настроения зависит еще тоже. Настя, знаешь, мне всегда такие вопросы интересно задать. Ты уже достаточно определенно долгое время. И вот мне хочется сказать, вот сейчас, допустим, когда ты сталкиваешься с трудностями, да, имея такой большой опыт, вот как ты, что тебя вот удерживает, да, вот чтобы ты не расстраивалась или вот наоборот тебя поддерживала? Вот как ты в себе внутри черпаешь вот эти вот... мотивацию. Как ты сама говоришь, мотивацию, да. Да, если так честно, да, я думала, может быть, там, прошлый год будет последним, или этот год последним, но и каждый раз так думаешь, да, потому что уже, типа, окей, я там в какой-то момент уже не могу, и тяжело. Потом мне хочется полноценно
здоровый быть целый сезон и просто сделать максимально все, что я могу. Я хочу прям наиграться до уже не могу, чтобы я потом сидела дома, да, там занималась чем угодно, рожала детей и так далее. И у меня не было вот этого там а-ля 45 лет, я вот поняла, что я еще раз, как бы, то есть вот такой момент. Что случилось? Как я не хочу... А? Я что, Ну, 45 лет, как я я... соскучилась по теннису. Ну, типа такого, да. Я не знаю, конечно, может быть, я буду всю жизнь по нему скучать, я потом у вас это спрошу, но как бы все равно всему приходит разумный конец, я считаю, в любой карьере, любому делу, наверное, ты не можешь всю жизнь просто играть в теннис. А как насчет мотивации, на самом деле, вот у меня такое ощущение, что я сейчас играю даже вообще в самый лучший свой теннис, когда я играла, ну, удивительно. И самое интересное, что за счет того, что я старше, может быть, стала, или опыт какой-то, потом я работаю с психологом, я намного спокойнее ко всему отношусь. То есть, например, там, не знаю, я когда раньше проигрывала гейм или просто у меня зашкаливали эмоции, я уже не могла потом полсета играть. Потому что я еще думала все про тот гейм, про те брейкпоинты, и просто у меня крыша ехала, и я постоянно орала на свою команду, и как бы я понимала, что... Точнее, я даже не понимала, как бы, что происходит, а сейчас я просто стараюсь играть каждое очко, и у меня нет такого ощущения, что, окей, если я проиграю матч, жизнь закончится черно-белое. Ну да, то есть если выигрываю, у меня эйфория, а если проигрываю, то все, как бы я в номере 2 дня сижу. Слушайте, так, про возраст уже несколько раз тут сказали. Мне хоть это не нравится тем, но тем не менее она проскальзывает. Венус, я не знаю зачем, почему, но она вернулась, и при этом она еще и выиграла один круг. Я была уверена, что она проиграет в первом, но тем не менее она прошла круг. Вавринка продолжает, я так понимаю, что все равно тоже еще не сдается. Вот вы расскажите мне, может, я что-то не понимаю. Вот все-таки у этих людей уже столько титулов. Вот как вы думаете, за счет чего, почему они еще хотят играть? За счет того, что вот как, Настен, ты говоришь, что типа не могут успокоиться, или что это вообще? Да, честно, трудно будет ответить на этот вопрос, потому что лучше у них, конечно, это спросить. Мы только можем догадываться и как-то за них, да, это сложно. Было много: Кербер, Возняцкий, да, Квитова. Я считаю, мне кажется, вот может быть такой момент, я просто так гадаю, да, что они, естественно, были в топе всегда, и тут они заканчивают, сидят с детьми, смотрят по телевизору теннис и понимают, нифига себе, а я ее обыгрывала там 2 года назад, 6-1, 6-1, а она сейчас играет, там стоит, может быть, топ-20, топ-10, или просто, например, они для фан вышли играть с кем-то в теннис, и там Возняцкий, грубо, или кто-то, и они обыграли кого-то, потому что, мне кажется, еще такое наступает, тебя отпускает, и тебе теннис просто в кайф, то что сейчас, конечно, у нас каждый день тренер, просто уже так иногда до блевотиков, да, а тут ты такой свежий, выходишь, все у тебя получается. Это как я на предсезонке после отдыха, всегда такая просто легкость, и все супер, и ты думаешь, сейчас я тогда вернусь, и все, тем более, они в голове-то, естественно, считают, что они чемпионки, топы, это нормально, и поэтому, может быть, какая-то немного вот такая вот история. Я вот не знаю, я спрашиваю у Люси Сафаровой, мы с ней дружили, играли пару. Да. Она вернулась тоже играть пару с Матек Санс, пару турниров. Вот у нее тоже дети, я говорю: Люся, просто, пожалуйста, скажи мне, что там есть жизнь после тенниса, потому что я реально уже боюсь, я не понимаю, я уже боюсь, вообще даже заканчивать, потому что я думаю, там какая-то черная дыра, что ли, просто почему никто не может кончить или дома быть там с семьей или чем-то заниматься другим, почему возвращаются все
до последнего в теннис играть. Конечно, вот этот вот знак вопроса у меня, который я тоже хочу у всех спросить, а что же там такого после тенниса? Не, ну так, но она точно есть в жизни, я тебе могу точно рассказать. Мне кажется, Динаре тоже есть чем поделиться. Спасибо. Жизнь после... Вы меня успокоили. Ну что, нет, Динар, но она точно есть. Не, я вот, если честно, вот я не знаю, я правда вот смотрю на Венус, честно, я могу сказать, ну, так между нами, я сочувствую ей, что она не может найти жизнь вне, что ей на корте лучше, чем вне корта. Ну, что она возвращается туда, ну, ёлки, ну, явно если бы в кайф вне корта, ну, ты бы вне корта даже туда не подумала. Как бы ты не любила теннис, да, не против там поиграть, попросить там девчонок, сказать, девчонки, вот хочу с вами потренироваться, в кайф. Поезжай с ними и скажу, вот мне хочется с вами просто для себя поиграть. Но вот так вот я иногда подумаю возвращаться, и я думаю, ну мне вне корта больше нравится, чем на корте. Вот мне комфортно. Зачем мне тогда туда ехать? Вот я могу так сказать. Либо что-то у них происходит вне корта. Ну, с другой стороны, Эш Барти вообще не возвращается. Ей вообще в кайф. Она сказала, девочки, спасибо большое, я пошла. Поэтому и много девочек, которые не вернулись. Они сказали, мне спасибо, я даже не хочу ни ракетку. Вот Пинетта, она, у нее 3 детей, она счастлива, Настя, да. И так много. У меня у самой вопрос, зачем, ну, вот это все. И, честно, я Квитову смотрела вот в этом году. Она вернулась. И у меня вопрос был, а зачем ты вернулась? Не в плане того, что тебе хочется сделать какой-то прощальный тур, но ты сама физически еще не на 100% готова. Просто, ну, даже для самой себя, пожалей саму себя. Тогда я не говорю, как Бенчич подготовилась, это другой вариант, да. А все-таки Квитова, ну, физически она реально была не готова. То, что видела, да. Да, ну, во-первых, Бенчич и Осака, они почти на 10 лет, так почти младше Квитовой, то есть, ну, не 10, окей, там 7-8, это огромная разница. То есть одно дело вернуться в 25, в 26 после ребенка, а другое в 35 или в 36. То есть это большая разница, конечно, и в плане физической вообще. Ну, как бы, да, я поэтому для себя вот как бы решила, что я хочу выжать из себя все. Тоже часто задают этот вопрос, какая мотивация, что я хочу из себя максимально все, потому что у меня тоже такая на протяжении карьеры, ну, я, конечно, чуть-чуть сумасшедшая была, и плюс мне казалось, что у меня здесь были проблемы так на протяжении карьеры, потому что, да, были блоки, где я себя держала, тренировалась, все делала. Были блоки, конечно, если там сравнивать, да, где-то я себе позволяла там в плане всего и питания, и режима, и всего 100% как-то себя держала с самого начала. Ну и плюс, может быть, опять же, вот тоже странно, да, я достаточно быстро взлетела, да, там в 17 лет я была топ-2, да, что, получается, амбиции для меня это было, видно, достаточно на тот момент. Я не могла себя держать, как бы, мне все время нужно было, наверное, я с детства привыкла, у меня папа с Христом сзади стоял, и меня все время заставлял, как бы, пинал делать все и тренироваться. Потом, как только мне давали какую-то свободу, у меня немножко это когда много опций было, не всегда. Да, то есть и за счет этого сейчас у меня такое, блин, я как бы, мне хочется вот прям, ну, максимально всего. Вот сейчас я там с диетологом работаю, с психологом, МФП, все, что могу, и потом все, я как бы ракетку на стену, и вот я не хочу вот этой истории, как Венус, и там возвращаться потом. То все, я хочу наиграться и без сожаления сидеть на диване, смотреть теннис и говорить себе, окей, все, я свое все сделала, все выжила. Да, проехали эту тему, сейчас новый этап. То есть вот как-то у меня вот так.
Так, хорошо. Смотри, тебя сейчас, наверное, такой самый осознанный, ну, как раз по разговору, ты понимаешь, что это такой осознанный период, когда ты понимаешь вообще, что тебе нужно, как тебе нужно и с кем, главное. Вот это мне вопрос, который интересует. Мне очень нравился ваш союз с братом, хотя Саша тоже такой, мне кажется, тренер, который конкретно может работать с конкретным спортсменом, да, там после Саши были тренеры. Вот сейчас, во-первых, кто у тебя тренер, как ты его выбираешь, и что нужно для того, чтобы стать твоим тренером? Ищем работу в Динарах просто. Нет, знаешь, буквально 5 секунд ты сейчас сказала, что Настя стала осознанной. А мне хочется спросить, а сколько таких игроков в туре осознанных, которые реально понимают, зачем они играют и что они хотят, главное. Вот большинство, вот я иногда спрашиваю, говорю, а зачем, вот, ну вот там я хочу это, но при этом игрок ничего не хочет делать, там только вот слова. И насколько ты сейчас, наоборот, там, ну вот я вот хочу для себя, чтобы мне вот там иметь возможность проиграть весь год, мне нужно, значит, собрать команду, которая мне может... Ну, просто я, честно могу сказать, вот была там, не знаю, 1,5 месяца, я поняла, что очень мало игроков, которые вообще понимают, зачем они играют в теннис. Вот большинство просто играют, вот их туда вот запустили, играют. Зачем? Почему? Для чего? Вот для них это вообще как бы их просто как-то вот в клетку засунули. И вот ты вот сказала вот тот момент, извини, сейчас буквально, что вот почему я раньше не могла. Вот потому что вот пройдя тот опыт сейчас, ты можешь сказать, я понимаю, что я хочу. Потому что у тебя были разные опыты, когда тебя и держали в ежовых рукавицах, и момент, когда ты протестовала. Сейчас, когда ты для себя играешь, ты впервые, наверное, в жизни играешь для себя, потому что я хочу. Да. Вот как тренер ты еще выбираешь? Да, сейчас ко всем вопросам вернусь. Я быстро, потому что Динара, после, и к тебе, Настя, вернусь. Вот очень в тему, да, хорошо ты сказала про осознанность. На самом деле так и было. Мне кажется, вот у меня были тренеры. Окей, у меня начнем там с папы, потом Патрик, потом там я в Барселоне 2 года тренировалась. У меня, неважно, крутой, не крутой тренер, идем на тренировку, и вот он там, я не знаю, надеюсь, он готовился к тренировке дома, там, примерно, план в голове. Нет. Но вот он мне говорит план, и я его делаю. И я делаю на автомате, как бы, то, что он мне говорит, не вникая вообще, нужно мне это делать, не нужно. То есть я отрабатываю там часы на корте, за кортом, и потом круто я всю галочку поставила, там иду тусить, да, с друзьями, грубо. Вот сейчас как раз вот как выбираю тоже тренера, сейчас я осознанно в плане, я пересматриваю свои матчи, где раньше вообще такого не было даже. То есть особенно если проиграю, я вообще не хочу смотреть, потому что меня прям это трясет аж, типа, нафига я там на 5-4 по линии сыграла. Вот, и сейчас я пересматриваю матчи и так смотрю, ага, окей, там, типа, нога не доработала, тут там, низко не села, туда-сюда. То есть я сама себе... И я примерно сама теперь знаю, над чем мне работать, что я хочу улучшить. Дальше, в плане тренера, я тоже соглашусь с тобой, Настя, мне тоже с братом больше всего нравилось работать. Он реально... Во-первых, мне очень важно было иметь рядом легкого человека, потому что я люблю когда эту атмосферу такую немножко ненавязчивую, немножко с юмором посмеяться, потому что я, это очень все стрессово, естественно, я очень близко к сердцу ко всему подхожу, и мне важно вот там в карты, вот сейчас мы играем поржать, потому что у меня как-то ощущения нет, что это вау, типа серьезный матч какой-то сейчас или никогда, то есть как бы вот так вот. И Саша как раз это мог мне... Плюс он брат, да. Плюс он меня не раздражал. Я как бы прямо скажу, у меня были тренеры и люди, которые они меня реально просто раздражают. Они приходят на завтрак, и вот он просто откроет рот, и мне хочется уже сказать, окей, я тебе взяла билет, лети завтра домой. Сори. Во-первых, я считаю, что тренер — это больше, чем... Мне кажется, наверное, если ты был хорошим спортсменом, это не значит, что автоматом хорошим тренером. Вы со мной согласитесь?
Потому что у нас как 100%. происходит сейчас... Да, у нас как сейчас в туре происходит. Все, кто играл в теннис, они все на следующий день, когда заканчивают, они уже тренеры. Но как бы у меня Мартина Хингис была тренером какой-то промежуток, и это был очень интересный опыт, потому что я делала все, что она делала, когда ей там было 17 лет, да. Но у нас абсолютно разная психология, ментальность. То есть ты не можешь просто говорить игроку делать то, что ты делал. Как бы существует индивидуальный подход ко всему. Я считаю, тренер, он должен тоже быть психологом, потому что если он просто какую-то чушь несет, сидя в боксе, соответственно, ты весь раздражаешься на корте, и просто тренеры сейчас, у них нет никакого плана, у них нету, они не смотрят матчи, они толком, не все, конечно, я уверена, что вот этот Уимфис, эту Святок, там, Дэрен Кейхилл мне очень нравится как тренер, их по пальцам пересчитать. Все остальные, они просто грубо, наставление на матч, играть. Извини, что я перебью. Они свои комплексы реализовывают за счет игрока. Вот все остальные, что делают остальные тренеры. Они пытаются реализоваться. Как, не знаю, за счет игрока и все. Да, то есть, я не знаю, группа, пример, вот тренер, мне наставление за 10 минут, там, у нас такой пеп-ток до матча. Тебе не нужно играть в свой лучший теннис, чтобы сегодня выиграть. Окей, супер, спасибо, 10% призовут за это, отдай ему еще. Класс, вообще супер. То есть, это что значит? Что сейчас мне надо, неважно, то есть, вообще, как тактика тоже не важна. То есть, грубо, к сожалению, вообще очень мало профессионалов в туре, не только тренеров и физио, и очень странно, очень тяжело собрать реально хорошую команду, которая не только хочет от тебя зарплаты и бонусов, а которые еще переживают за тебя как-то искренне, которые хотят тебе помочь сейчас вообще. То есть, меня понесло. У меня тренера нет, поэтому я говорю, мне очень сложно с этим моментом. И вот у меня спарринг Яник Мертенс, бельгиец, он стоял 175 сам, он с US Open вначале приехал как спаррингом, и сейчас он спарринг, но иногда я сказала, пожалуйста, ты можешь, если видишь какие-то моменты, подсказать. Там мне было интересно, он помог, потому что соответственно, он в мужском туре играл там скорости подачи, мне было интересно, как он там на приеме он делал какие-то такие моменты, и опять же, он сам играл, то есть он какие-то такие тонкости, детали может иногда там по ходу помочь. Я все время, у меня папа все время с детства переживал, и мы, конечно, там, опять же, с меня ругали, мы все время орала, ты не играл в теннис, хватит, ты там смотрела Агаси по фотокассетам, там тебе его форхенд нравится, но ты не играл, то есть такие детали, то есть да, у меня. А Саша, я считаю, он самый крутой тренер для меня был, мой брат, но, конечно, так как я сестра, он себе многого позволял на турнирах, и он себя в прямом смысле. И поэтому мы из-за этого, на самом деле, расстались, потому что он не мог себя держать в рамках, и я терпела, потом я говорю, слушай, если бы я была не твоя сестра, ты бы себя так с игроком другим не вел, потому что тебя бы сразу на самолет посадили, а тут ты себе позволяешь, и извини, я уже просто не могла терпеть из-за этого. Но жалко, потому что мне реально с ним работать. А можно один вопрос? Сейчас, буквально одну секундочку, можно? Возвращаясь к тренеру. А вот Иванишевич, мне все равно интересно. Я, в принципе, считаю, что он неплохо сказал. Но он сказал все как есть. Вот ты считаешь, он правильно сделал или неправильно сделал? Про Циципаса? Да, мне прям... Что у вас там обсуждают? Потому что я считаю, что он, в принципе, не сказал ничего плохого. Он сказал как есть.
Ну, я не знаю, я честно нейтрально к этому отношусь, в общем, и именно к этой теме отнеслась. Ну, я, я правда не знаю, в какой физической форме Циципас, но раз он так сказал, ну, я респект, я считаю это круто, ну, он имеет свое мнение, имеет право выразить, и он это сделал. То есть, во-первых, ну, как понятно, Иван у него уже определенный имидж и игрока, и игрок, и как тренер, поэтому он имеет, наверное, право позволить себе такое говорить. Но опять же, вот честно, вот респект, потому что я предпочитаю вот правду матку. Ну, потому что я поэтому очень много увольняла тренеров, и я не могу вот это вот... Я очень еще самокритично к себе отношусь, поэтому у меня никогда не будет, как у Руны, вот это после каждого матча у него что-то болит. Я никогда, я наоборот. Даже если мне вообще что-то реально болело, я все равно скажу там, Лена, вот тут вот я так не сделала. То есть я самокритична. И мне хочется такую же команду и тренера. То есть мне не надо тренера, который будет мне говорить: ой, да нет, ну просто не повезло там, или сегодня не твой день. Ну, во-первых, такого, прогресса не будет с этим человеком. И я просто не люблю, когда мне дуют, как говорится. Я вот люблю таких, да, это лицемерие какое-то. Честно. Да, то есть, к сожалению, очень много таких сейчас в туре людей, и вообще, которые просто держатся за работу, а ее потерять, такое ощущение. То есть они готовы просто молчать, вот так вот стоять на тебя, смотреть, и, кому-то, наверное, это нравится, им приносит эту уверенность. Я категорически нет. Смотрите, мы тоже очень часто обсуждаем еще и психологию, потому что, не знаю, в мое время на нее чуть меньше обращали внимание, в Динаркина тоже, мне так кажется, да. Сейчас это прям такой одним из идет главным пунктом. Вообще многие, как и ты говорил, Настен, работают с психологом. Слушайте, вот Тиафа сказал, что он сейчас дошел до того состояния, я считаю, что это психология, что он, например, чувствует, что он может выиграть любой турнир Большого шлема. Там сейчас прямую речь я не буду его зачитывать, но смысл в том, что изменил свое мышление, да, такой неважно, как я провел сезон до, вот, например, до US Open, я чувствую, что US Open я могу выиграть. Вот у меня вопрос, это сейчас, то есть это именно конкретно работа с психологом, или это просто какое-то изменение в туре, что, например, любой человек просто, не знаю, поговорив сам с собой, убедив себя, что он может выиграть, он просто выходит и, рвет всех. Или это вообще просто бравада такая, кинул слова, пусть люди обсуждают, потому что сейчас же много всего обсуждают в соцсетях и так далее. Или это просто такой вброс? Мне кажется, это просто вброс. А если он дальше второй недели не пройдет? Никогда. Не хочу, конечно, загадывать. И что тогда? Вот в туре все-таки, Настен, ты там, да, внутри, тебе это сейчас немножко ближе, естественно, и ты видишь это состояние игроков. Я думаю, еще другая ментальность. То есть все равно Америка, вот эти страны, они очень такие... Мне кажется, они всегда такие были. То есть в плане соцсетей, да, как-то более открыто. Вот у нас все равно даже я росла, и менталитет был, с детства у меня как родители, личное все при себе держи, да, не надо раскрываться много. Соответственно, как-то интервью, да, я очень, я никогда не вру, но где-то лучше я, может быть, не доскажу, да, например. То есть как-то... и сейчас действительно, мне кажется, что есть такое сейчас, не пиар, но какой-то хайп люди хотят, и они иногда говорят какие-то вещи, такое ощущение, что специально, как сейчас Фернандес про свидание сказал или еще что-то. Вещи определенные все равно, то ли это менталитет, или я, да, вот так вот, ты их... Они пиарные? Лучше, может, не говорить. Это все вместе, эти пиары, это все, мне кажется, какая-то такая история. Да, потом, я не знаю, у меня просто такой подход, лучше меньше говорить, но доказывать делом. То есть тоже Динар правильно сказал, во-первых, это какое-то может изменение тоже вызвать
если буду говорить, ой, я себя так классно чувствую, я сейчас готова, что я порву там Свята Касабаленко, ну, как бы, окей, это интервью, и дальше что? Ты выходишь из 6-1, и как бы, как это будет выглядеть, да? То есть, ну, как-то, наверное, лучше делом доказывать. Но, возможно, он реально так себя чувствует, да, тогда окей, без проблем. Как бы, ну, мы посмотрим. Ну вот опять же, я пример там Руны, да, постоянно вот эти интервью, и как бы, что он топ-3 тоже, когда они следующие, он там с Синером Алькарасом, когда он пока еще круга не прошел на шлеме, да, то есть, ну как бы, это все потом смешно выглядит просто, но, опять же, я и рот не могу им закрыть, ну, это их как бы дело, с одной стороны, я просто по-другому. И в плане психологии я тоже, ну, когда я только пришла в тур, мне было очень сложно еще тогда, мне было очень сложно после юниоров, у меня как-то очень сильное давление было, и да, тогда было не модно иметь психолога, как-то, ну, об этом, да, не говорили, а сейчас, опять же, разница, что сейчас сколько уже игроков в туре взяли паузу из-за ментальных там каких-то проблем, и это ментальное здоровье сейчас превыше всего, и сейчас про это постоянно говорят, и как бы это все время поменялось. Действительно, раньше я даже мне, кстати, тогда еще мне, по-моему, мама моя сказала, когда я еще маленькая была, типа, там, может быть, тебе психолога, и я говорю, ты что, вообще? Мне так было стыдно, типа, психолог, значит, у тебя какая-то проблема. Я говорю, не, у меня нет никаких проблем, у меня все нормально, сама я просто уже на матч, у меня глаза на лбу, идти, типа, иду, нет, я говорю, все нормально. То есть, ну, как-то было, типа, стрёмно. А сейчас что выросло все-таки? Вот уровень игры вырос? Или все-таки вот в голове вот эта работа над собой, она делает? Или все-таки скорость, сила? Вот если мы возьмем там чашу весов, сила, скорость или работа над собой? Что больше? Или вообще я думаю, все вместе. Да, я думаю, все вместе. На самом деле, ну, скорость личная. То есть я вот говорю сегодня со Святок, ну, и там Арина, да, во-первых, все очень мощные и высокие, учитывая, что там я высокая относительно, но они даже выше меня, да, то есть и Арина там вообще прилично выше, и Рыбакина, и все. Они подают как бы вот Бадоза, да, тоже по 190, и, ну, как там до этого... Не, ну почему? Ну, у нас были, почему? Ну, Девенпорт подавала прилично, Сирена подавала. Да. Ну да, Сирена. Да. Мне кажется, все равно, ну, как бы скорости такие приличные, и давление все очень, во-первых, сейчас агрессивно играют, все входят, все бьют, потом все работают реально. То есть я смотрю вокруг, как бы все вместе, потому что, ну и, понятно, за счет призовых выросли, девочки стали зарабатывать, и они имеют теперь как бы возможность и ездить с тренером по ФП, и с физио. Как бы это все тоже, конечно, играет большую роль. Я сейчас смотрю у всех, ну, по два человека почти, там, по 2-3 в команде. Ну, не у каждого, но много у кого. И, то есть, наверное, как бы возможности тоже выросли. И все, да, все работают, все, вот я просто смотрю, даже сегодня там все только делают ОФП, полный джим, забито, все тренируются, и как бы, да, наверное, все вместе. Слушайте, да, я даже на 15 тысяч ездил. Я говорю, ну, Настя берет топов, потому что те, кто после 20-ки стоит, они так особо не возят с собой. Слушай, ты берешь... я о чем и говорю. Я сейчас была на пятнашках, турнир, который, ну, вот самый, да, низкий, или там, скажем так, там 35. Очень многие, то есть ездят с тренером, по теннису с тренером по ФП, то есть на самом деле сейчас огромный акцент на любом уровне уже делают на какую-то свою там вот эту личную подготовку. Не так, знаешь, там 3 игрока вывозят тренера, а прям конкретно игрок старается. И джим, вот что я хотела сказать, просто занят битком. То есть идет дождь, и в этот момент люди все идут, тренируются, физическая подготовка. То есть это, конечно, очень
Такого никогда не было, это вот 100%. Так, Мгм. Юсополь, он очень близко. Как бы мы ни хотели, все равно он уже приближается. Я не знаю, я больше всего любила Австралию, Юсополь где-то на втором месте. Вот это на каком О, у тебя месте? Любимый? блин, вот хотела сказать, я наоборот, но я просто обожаю Европу, и я вот Горосы, да, Горосы и Умблдон, наверное, все-таки. На самом деле, как бы, да, US Open, наверное, даже на последнем месте, просто я так не фанатка Америки, но, ну, вообще нет, как бы, все шлемы, они по-своему классные, ну, на самом деле, то есть там выбрать просто Гарос, окей, я люблю грунт, и, опять же, финал играла, и, как понятно, для меня это более такая особенная история. Вот, Умблдон за счет того, что, не знаю, красивый сам просто сам сайт, и, да, Лондон, как бы, то есть вот так вот. Я этим просто мотивируюсь. Так, а пиво дают еще бесплатно в раздевалке на Юсополе? В раздевалках все убрали, только типа Пепси, но есть в ресторанах, ну, в Players ресторане можно, то есть на Умблдоне тоже точно, что у меня, потому что с этим проблема, как допинг у меня берут, у меня то ли блок какой-то сразу, то ли, я не знаю, я не могу по 3 часа просто, я не хочу вообще сходить, и поэтому я иногда пиво беру, мне так это сразу как... Мы это видели, вот. Если что. Да. Мы видели пресс-конференции. Это замечательная панамка, вот где ты ее взяла, у меня просто вопрос. Это мой дизайн. Панам. Да, это типа, ну, я же все пытаюсь, да, свою как бы сделать одежду и все. У меня просто очень много идей, поэтому я хочу их как-то потихоньку, надеюсь, получится воплотить когда-нибудь. И она, ну, типа, как связана, да, и клубнички и жемчуг, ну, потому что клубника, ну, Умблдон и жемчуг, не знаю, у меня тоже как-то с Умблдоном связан, поэтому вот я все вместе это слепила. Так, Динарка у нас тоже вяжет, может, вам как-то это объединиться? Ну, я ее возьму тогда, ты знаешь, свои вязать. Вот, да, вы там можете объединиться, и у вас какая-нибудь там коллекшн вместе будет. Одна вяжет, другая вяжет, вообще отлично. Ну, мы сейчас... Я на мать буду вязать. Ну, вот как раз сейчас начнем вязать на следующий US Open, потому что пока ты свяжешь, это все. Так, а в чем ты будешь играть на US Open? В чем ты будешь играть? Да, ну вот сейчас тут момент такой, обсуждаю эту тему как раз, есть идея. Пока не хочу ничего говорить, потому что если не получится, опять я уже боюсь. Вот, поэтому есть идея, что может быть какой-то получится прикольный лук сделать, вот. Поэтому дам знать чуть ближе, если будет. Вот. Супер. Слушай, ну мы очень ждем. Я не знаю, мне кажется, очень классный формат, когда мы можем вот так поболтать между нами. Вообще супер. Вот так вот. Супер. Да, на самом деле классно. Мне хочется, когда не будет турнира, чтобы можно быть более расслабленно, а то все равно ты так аккуратненько еще. А когда, знаешь, когда нет турнира, можно говорить, вот все. Ну, лучше всего тогда, когда я закончу уже, я тогда просто всех буду так, а вот... Вот что я хотела сказать. Нет, ты пока играешь, ты все сплетни должна сказать. Там, что там такое, там, кто, что это. Очень интересно. Блин, честно, я не сплетница просто. У меня мама тоже такая мне иногда говорит, ну что, ну расскажи что-нибудь, что там. Я говорю, мам, я не знаю ничего. Ну, она говорит, блин, да ты что, типа? Да, вот вопрос, почему поднос рассталась. Я даже не знаю, вообще, я клянусь просто, я клянусь, не знаю. Прости, пожалуйста, я шпион никакой. Я согласна. Я сама вот вообще, и, ну, как бы я
по этой особой теме. Ну, как бы, если мне расскажут, окей, я послушаю, но я как бы не могу, так не знаю. Я сама Я последний извиняюсь. узнавала в туре. Мне кто-то говорил, кто с кем. Я вообще говорю, да. Я говорю, ты что, там что-то не знаешь? Я говорю, я вообще не знаю, кто с кем. Почему чего, когда. какие-то Я еще Я говорю, я понял. все. Вы какие-то Чё, бесполезные Настя, люди. Кто с кем встречается, конечно, вообще от вас. Слушайте, на самом Да, деле на очень самом- классно. Спасибо. Спасибо большое, Настен. Ты, во-первых, мы болеем очень, правда, искренне, независимо от того, что наш амбассадор. Мы очень, ты знаешь, всем большой привет. Мы следим, мы ждем, мы с тобой. И Жень Донской, я думаю, в Нью-Йорке будет привет тебе передавать, Да. сидя в твоем боксе, мы Ура. надеемся. Вот. Ура. Так что- Я вообще я ему говорю, когда ты моим тренером будешь, но он выбрал Карена, и, короче, но я все равно, И все. я его добью, не знаю. Да, Мы спасибо, добьем его девчонки, мне вместе. Я его скоро увижу, буду тоже ему капать на мозги, так что всё. Да. Нет, спасибо большое, мне было очень круто. Информацию тоже надо почаще. Я в следующий раз, Динар, подготовлюсь со сплетнями получше. А ты связал, Если- А я скажу что-нибудь тебе. Давай. Платье на Юсоку. Да. Спасибо Давай, большое, Жень, очень вас пока. люблю. Удачи дальше. Всем нам. Пока. До скорой встречи. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Моя игра. Моя игра.